Привет, ребята! Сегодня я ищу древний индуистский храм, которому должно быть не менее 1000 лет. Давайте посмотрим, что мы сможем найти. Некоторые люди утверждают, что в деревне Катамангалам есть заброшенный храм. Но прелесть в том, что этой деревни нет даже на картах Google. Ближайшая деревня на картах – это деревня Катур, и нам нужно физически обойти и исследовать эту область, чтобы найти местонахождение храма. Вон там вы можете увидеть гигантскую статую Вишну. А там можно увидеть разрушенный храм. Это древний храм, который мы и искали. Сначала я сниму обувь, и тогда мы начнем выяснять, что там внутри. Давайте посмотрим на этого Вишну. Вы можете видеть большого Вишну? Я бы сказал, что он около 2 метров в длину. Вопрос в том, действительно ли это Вишну? Или это какой-то другой бог? Как я определил, что это Вишну? Вот очевидный символ. На тамильском языке это называется наамом. Вы можете сказать, что это свежий наамом, который нанесли на резьбу недавно. Но тут можно увидеть и другие детали. Например, здесь можно увидеть раковину, или как ее называют шанку. И это явный символ Господа Вишну. А вот это классический символ. Он называется Шьяна Вишну или Пали Конда Перумал. Это когда он вот так кладет одну руку и спит. На нем священная нить, он носит украшения, а также гигантские серьги. Его голова покрыта короной или шлемом. По этим признакам мы знаем, что это Вишну. Обычно у ног Вишну будет его жена или супруга по имени Лакшми. Но тут ее нет. Это монолитная статуя, то есть она сделана из одного целого куска камня. И здесь вы можете увидеть глубину обработки, показывающую толщину ног Вишну. Это сделано для того, чтобы барельеф выглядел более реалистично. Посмотрите на его лицо, у него загадочная улыбка, и он выглядит вполне правдоподобно. Тут есть высокая кирпичная башня, но перед ней вы можете увидеть другое сооружение, которое выполнено полностью из гранита. Давайте подойдем поближе. Сразу же меня приветствует низкорослое толстое существо, дующее в раковину. Кто он? У него очень причудливая прическа, но из-за эрозии все полностью испорчено. И он не только носит большие серьги, он даже носит что-то похожее на пояс на животе. Сразу же я вижу некоторые попытки реконструкции низшими цивилизациями. Вы можете видеть цилиндрический столб слева, поддерживаемый отдельным прямоугольным блоком внизу. А столб справа имеет отдельный небольшой цилиндрический блок вверху, подогнанный по высоте. Можно подумать, что это инженерная ошибка древних строителей. Но если присмотреться, то можно увидеть, что все остальное одного цвета, а цвет правого столба совсем другой. Это была неудачная попытка ремонта, сделанная несколько столетий назад. Поэтому она выглядит странно. Но эта резьба, к счастью, оригинальная. Тут много ценных резных фигурок. Это очень интересная резьба. Здесь много интересных историй. Каждая резьба рассказывает нам историю из древних текстов. Например, посмотрите на эту историю. Это очень популярная история. Вот человекоподобная фигура, которая держит за клюв птицу. На самом деле это Господь Кришна, убивающий демона, который принял форму птицы. Демона зовут Бакасура, и Кришна фактически разрывает его лицо. А вот получеловек-полулев. Это бог по имени Нарасимха, который держит в руках демона. Опять же, очень интересное сочетание рисунков. Если вы посмотрите на эти два резных изображения вверху и внизу, то внизу человекоподобная фигура хорошая, а звериная фигура плохая, и она уничтожается. А наверху хорошая – это звериная фигура, а гуманоид плохой, и гуманоида убивают. Это может сбить с толку, если вы не индуист. Но в древней концепции индуизма в обоих случаях побеждает добро, а зло терпит поражение, независимо от того, в каком оно облике. Вот почему индуизм называли дхармой, что означает праведность или космический закон.
Здесь вы можете увидеть большого парня, танцующего справа. Посередине вырезана женщина-барабанщица. Вы видите, как она бьет в барабан? Слева вы можете увидеть эту красивую танцующую женщину. Теперь мы можем понять, что тут происходит. Посмотрите на позу женщины и позу большого мужчины. Они очень похожи. Этот здоровяк на самом деле учит эту женщину танцевальным движениям, а барабанщица отбивает биты. Удивительно, что мы можем понимать эти резные фигурки, даже спустя столько веков. Здесь вы видите резьбу, которая скрыта за паутиной, в крайнем левом углу. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Посмотрите внимательно. Что вы видите? Может быть, это продолжение сцены из танцевального класса? Нет. Чтобы понять это, вы должны были прочитать древний эпос под названием Рамаяна. Слева вы видите жену главного героя, ее зовут Сита, которая сидит в грустной позе, потому что ее похитили. Посмотрите на ее руку, как она держит ее у головы. С правой стороны можно увидеть обезьяньего бога Ханумана. И посмотрите на его руку, он ей что-то дает. Бог-обезьяна на самом деле показывает ей кольцо ее мужа Рамы, чтобы доказать, что он его посланник. Чтобы понять такие резные фигурки, нужно глубокое знание древнеиндийских текстов, иначе расшифровать их невозможно. Здесь тоже можно увидеть очень много животных. А на самом верху вы можете увидеть самое опасное животное. Это Homo sapiens. Ниже вы можете увидеть слона, а ниже слона вы можете увидеть группу львов и так далее. Жаль, некоторые резные фигурки очень сильно размыты, на некоторых почти невозможно понять, что к чему. Но эти резные фигурки на самом деле сильно отвлекают, потому что наша цель – узнать историю храма. Так как же нам получить больше информации об этом храме? Итак, если вы посмотрите на это бегло, то все, что вы увидите, это руины. Но если вы будете искать внимательно, то начнете находить вот такие надписи. Так что здесь можно встретить древние надписи. Опять же, если вы будете искать, вы сможете найти еще больше надписей. Это хорошая новость, потому что это означает, что людям было интересно писать о храме, оставляя нам больше информации. Давайте посмотрим получше, так как информация обычно скрыта. Поэтому поищем повнимательнее, что еще мы сможем найти. Если посмотреть сюда, то можно увидеть много надписей. Вы сами видите, что это место на самом деле полностью в руинах. Я не думаю, что сюда кто-нибудь заходит. Но с этой стороны вы можете увидеть надписи, так что пойдем дальше. И вот тут просто подарок. И это действительно хорошо. Это на самом деле хорошая новость потому, что мы видим здесь много надписей. И сразу же я вижу, что надпись сделана на древнем тамильском языке. Потому что здесь вы можете увидеть это слово «раджа». Слово «раджа», вероятно, упоминает великого царя Раджа Чола. Это один из величайших индийских царей из всех, которые когда-либо жили около 1000 лет назад. Поэтому с вероятностью 95% этот храм изначально был построен им самим, или он жертвовал на этот храм. Значит, храму не менее 1000 лет. Давайте посмотрим, сможем ли мы это прочитать и получить больше информации. Итак, здесь вы можете увидеть текст, который гласит Виннагарам. Здесь ясно видно, что здесь написано слово Виннагарам. На самом деле это древнее слово подходит для названия храма. Мы, вероятно, уже знаем, как называется этот храм. Посмотрим, сможем ли мы узнать больше. Итак, мы знаем, что это Виннагарам, но мы не знаем, что дальше, поэтому я добавлю немного воды. Вода – это отличный способ проявить текст. Итак, мы знаем, что это Виннагарам. А здесь мы можем увидеть, что это слово «дева», а это слово «васу». Васу Дева Виннагарам – таково было первоначальное название этого храма. Сегодня люди называют этот храм просто Катур Перумал Ковил. Он находится в очень маленькой деревушке под названием Катур. Люди просто называют его Перумальским храмом. Но его первоначальное имя 1000 лет назад было Васу Дева Виннагарам.
Вероятно, 1000 лет назад его построил великий царь Раджа Чола. Здесь тоже можно увидеть надписи. Эти надписи были сделаны вокруг храма. Но настоящая проблема в том, что туда невозможно пройти. Надписи можно увидеть тут, там и везде. Я уверен, что надписи есть и с той стороны. Но я не могу обойти, потому что тут все заросло кустарником. Если начать отсюда, и если пройти весь путь вверх, то там просто полно надписей. Здесь вообще у всего есть надписи. Итак, у нас есть много ценной информации, которая скрыта и может быть легко расшифрована, если мы приложим усилия, чтобы понять эти надписи. Если вы приедете в этот регион, который находится на самом юге Индии, вы узнаете распространенное повествование, которое состоит в том, что царь Раджа был стойким преданным Господа Шивы и на самом деле ненавидел Господа Вишну. А некоторые даже считают, что он разрушил храмы Вишну. То же самое говорят о многих царях, утверждая, что индуизм никогда не был единой религией, а Шиве и Вишну вместе никогда не поклонялись. Но эта теория неоднократно опровергается барельефами в древних храмах. Мы видим, что большинство людей поклонялись всем индуистским богам. И в древние времена в Индии практически не было дискриминации. Идея о том, что есть единственный настоящий бог, а все остальные боги ложные или злы, пришла в Индию гораздо позже. И мы еще не вошли в основное сооружение. Кирпичная башня – это главное сооружение храма. Ее высота около 7 метров. Есть ли внутри этой башни главный идол? И как он выглядит? Давайте пойдем и посмотрим, что внутри. Наверху вы видите растущие растения. Растения вообще начали полностью захватывать храм. Задняя часть храма совершенно недоступна, потому что покрыта колючим кустарником. Как видите, ребята, этот древний храм в руинах. Он настолько обветшал, что если я в него войду, он может рухнуть в любой момент. Видеть это очень грустно, но я на самом деле боюсь туда заходить, потому что все может просто рухнуть на мою голову. Посмотрите, как это выглядит. Таково нынешнее состояние великого древнего храма. Здесь риск удваивается или даже утраивается, потому что конструкция сделана из кирпича. Кирпичные конструкции легко разрушаются. Гранитные или каменные конструкции гораздо крепче. Но тут все из кирпича. Я все же попытаюсь войти потому, что я хочу увидеть, что внутри. Но это очень рискованно. Ничего себе! Вы должны увидеть потолок. Это действительно фантастика. Это восьмиугольное сооружение. Даже не знаю, сколько лет этим деревянным балкам. Может быть, что деревянные балки поставили недавно. Но я уверен, что они делают большую работу потому, что без деревянных балок эта башня уже давно бы развалилась. Посмотрите на эту стену. Все, что вы здесь видите, на самом деле хороший знак. Даже сегодня люди все еще совершают тут какое-то поклонение. Вся эта конструкция сделана из кирпича. И здесь вы видите балки, поперечные балки. Они выглядят как новые. Но эти балки на самом деле защищают эту башню от обрушения. Без этих деревянных балок эта башня давно бы рухнула. На земле можно увидеть разбросанные вокруг огромные гранитные глыбы. Это гигантские каменные блоки, и они не могут так рассыпаться естественным образом. Видно, что кто-то вытащил их из земли. Это означает, что основной идол был удален вручную, а каменные блоки были перемещены в процессе удаления основной статуи. Так что когда-то, может быть, 1000 лет назад, здесь должна была стоять статуя Господа Вишну. А это должно быть было место, где должна была быть статуя Вишну.
Я предполагаю, что здесь находилась та гигантская статуя, которую мы видели снаружи. Хотя это могла быть и другая статуя. Мы этого не знаем. Но давайте посмотрим на другие детали. Итак, несмотря на то, что это кирпич, вы можете увидеть известковый раствор, соединяющий кирпичи. Но внизу это все гранит. Все основание храма сделано полностью из гранита. Вот почему вы видите так много каменных блоков. И я хочу сказать, что здесь явно что-то было. Должно быть, здесь был размещен главный бог. Вероятно, это был бог, установленный на постоянной основе. И, возможно, это был не спящий Вишну. Должно быть, это был стоящий прямо бог. Поэтому, может быть, идол был удален или украден, или что-то в этом роде. Мы видим, что здесь есть углубление, и мы видим каменные блоки, которые, вероятно, были установлены вокруг него. Итак, мы не знаем и не имеем ни малейшего представления о том, где находится этот идол. Может быть, он лежит где-то здесь. Есть шанс, что мы еще можем увидеть этого идола, стоящего где-то в кустах. Такое тоже возможно. А вот это может быть основа или пьедестал, на котором стояла статуя. Посмотрим, сможем ли мы найти эту главную статую. Я вижу маленькую колонну, которая лежит среди кустов. Вы видите много столбов, лежащих вокруг. Но я ищу статую, а не столб. Смотрите. Здесь мы видим стоящую статую с отбитой головой. Возможно, что это главная статуя. Ему отбили голову намеренно, чтобы никто не узнал, что это за бог. Я думаю, что им это удалось, потому что нет никакой возможности узнать, кто это. Мы можем немного облегчить задачу потому, что мы видим, что это бог мужского пола. Но кроме этого мы ничего не знаем. Мы даже не знаем, что он держал в руках, потому что и руки тоже отбиты. Ноги тоже сломаны, но по крайней мере эти части все еще стоят вместе. Так что это за статуя? Ни головы, ни лица, ни рук. Мы даже не можем найти инструменты или оружие, которые он держал. Таким образом, вроде бы нет никакого способа это все узнать. Но давайте наденем шляпу Индианы Джонса и посмотрим, сможем ли мы это рассекретить. Если увеличить тело, то ничего необычного вроде нет. Но видно только один сосок, а другого соска не видно. Почему? Вместо этого вы можете увидеть крошечную шишку, похожую на воспаление. Что это такое? Это очень маленькая деталь, но она находится на правой стороне его груди. Теперь давайте вернемся к гигантской статуе спящего Вишну и посмотрим, сможем ли мы найти подобную черту на его правой груди. Здесь на правой стороне его груди, на том же месте, вы можете увидеть ту же шишку, только на ней видно больше деталей. Можете ли вы сказать, что это такое? Если вы внимательно посмотрите, то поймете, что здесь есть крошечный шрам. Эта шишка на самом деле называется Бригупада, что означает след Бригу. Согласно древним текстам, Бригу был святым, который ударил Господа Вишну ногой в правую грудь, что вызвало воспаление. Итак, мы можем подтвердить, что эта сломанная статуя на самом деле является статуей Господа Вишну. Это весьма вдохновляет, что мы все еще можем идентифицировать эту фигуру, даже несмотря на то, что его голова, руки и все его инструменты отбиты. Мы знаем, что это статуя Вишну. Но я не уверен на 100%, что это была главная статуя, которая стояла в главном зале. Но я думаю, что достаточно хорошо показал вам, как я исследую древние места, глядя на иконографию, архитектуру и надписи. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я Правин Махан. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.